мое видео «Она хочет, а он не может» привлекло внимание многих. И это неудивительно, потому что я уверен, это распространенная ситуация, когда супруги или устойчивая, так назовем, пара стесняются или брезгуют, или еще по каким-то причинам воздерживаются в своих интимных отношениях от оральной стимуляции. Или еще чего-то такого, что одному из партнеров хочется попробовать в качестве эксперимента или хочется практиковать постоянно, а другой партнер никак не может на это решиться. Далее я расскажу вам некоторые истории людей, которые написали, как им удалось или удается реализовывать какие-то интимные фантазии. То есть, вдохновленные моим рассказом о Марии, в прошлом моем видео, некоторые, как подписчики, так и просто анонимные, ну или не анонимные читатели, поделились, кто и как решает для себя такие задачи. И люди по понятным причинам пишут про свои сокровенные ситуации и задают свои интимные вопросы не здесь, в комментариях, а в мой телеграм. Кстати, сразу попрошу подписаться вас, чтобы здесь подписаться, и чтобы не потеряться, и также в телеграм-канал. Ссылка есть в профиле. И оттуда сможете написать мне в мой телеграм и уже в личных сообщениях и конфиденциально, если нужно обсудить все, что вам нужно. Так вот, в телеграм пишут и юные совсем девушки и юноши, и совсем взрослые дамы и джентльмены. Задают конкретные вопросы, типа: если вот на этом он настаивает, а я не хочу, или не могу, или боюсь, или стесняюсь, брезгую и тому подобное, то как мне быть? Как реагировать и как сделать, чтобы ему было хорошо, и я, чтобы не пострадала, или не поступилась какими-то своими принципами, или не ломала себя как-то. Молодые и не очень, мягко говоря, мужчины тоже спрашивают: вот если ей это очень хочется попробовать, то что с этим делать? Я вам или в этом видео, или отдельно уже запишу и озвучу, какие вообще бывают у людей запросы интимного характера и что с этим можно делать. Так вот, народ присылал мне и очень короткие конкретные вопросы, аж целые письма, в которых излили некоторые во всех подробностях свои наболевшие нереализованные фантазии или нереализованные фантазии своих партнеров. И сразу хочу пояснить, что я не сексолог. Сексолог – это врач, который занимается лечением заболеваний сексуальной сферы. Также врач-сексолог корректирует половое поведение, а также помогает, ну или пытается помочь разобраться с основными проблемами в сексуальной сфере. Я, повторюсь, не сексолог и никого не лечу, я лишь имею опыт в определенных сферах жизни, а моя способность, ну и готовность обсуждать и комментировать любую какую-то стеснительную, назовем это так, тему, историю позволяет мне делиться с вами своим опытом и по возможности помогать тем, кто обращается за советом. И в каких-то вопросах я руководствуюсь моим личным опытом, в каких-то вопросах это может быть опыт моих знакомых, и также это может быть, ну, чаще всего опыт моих клиентов, которые поделились со мной своими историями. Любые истории клиентов разбираю лишь с разрешения клиентов, изменив имена. Но чаще клиенты уже обращаются анонимно, под вымышленными именами, поэтому даже я сам не имею персональных данных клиентов и в любом случае не мог бы причинить клиентам хотя бы какие-то неудобства или тем более вред. Еще могу с уверенностью сказать, что люди обращаются со своими проблемами, как они считают, а правильно сказать, не с проблемами, а с нерешенными задачами. Ведь проблема – это когда задачу решить точно невозможно или возможно, но вы не видите решения вашей задачи или предполагаете решение, и понимаете, что это решение задачи требует от вас значительных усилий. И тогда вы говорите, что у вас проблема. Друзья, к счастью, почти всегда у вас не проблемы, а задача. И если говорить о сексуальной сфере, то вопросы, обращения и задачи людей не связаны с нарушениями и отклонениями. Как правило, все лежит в плоскости предрассудков, мнений и общих заблуждений. А те, кому действительно нужна помощь, особенно помощь врача, часто просто игнорируют это и живут всю жизнь так, не обращаются ни к врачам, ни к психологам, ни к коучам и ни к кому. У таких людей обычно такое объяснение, ну, их ничего не делания. Врачи ничего не понимают, психологи только деньги возьмут, а коучи и вообще непонятно, кто это такие. И главный их аргумент: да все же так живут, а кому сейчас хорошо. Ко мне обращаются люди, которые не только
смогли осознать, что в их отношениях или вообще в жизни не все гладко, а может быть даже очень-очень не гладко, но и решились это устранить, исправить, улучшить и готовы для этого что-то делать. Например, найти себе наставника, ну, меня, например, а почему бы и не да. Такие люди здоровы, им или вам просто нужно помочь. Чем? Выслушать, оценить ситуацию, найти пути решения, поддержать на пути реализации, корректировать ваши действия для достижения результата. И вот за такой помощью ко мне можно обращаться в Telegram. И давайте все же вернемся к истории Марии, ее мужчины. Теперь уже она озвучила его имя, зовут его Алексей. Возможно, она назвала не настоящее его имя, возможно, ее и саму в жизни зовут не Мария, но все с ее слов. А на персональные данные я уже сказал, что мы не претендуем. Все анонимно. И кто не видел мое видео о них, можете его посмотреть, и я все же коротко расскажу, с чем обратилась Мария. Они встретились чуть более года назад в школе танцев, ей 56, ему 64. Оба недавно вышли на пенсию, искали новые увлечения, которые могли бы заполнить их досуг и принести радость. Танцы стали для них возможностью почувствовать себя молодыми и активными. Я это уже рассказывал в предыдущем видео. После моего теперь часового общения с Марией на звонке в Telegram, я еще выяснил какие-то факты и обстоятельства, поэтому что-то сейчас уже могу вам сказать точнее. Итак, Мария, как она рассказывает, всегда была стройной и грациозной женщиной. Она работала учительницей литературы и всю жизнь жила по строгим правилам, заложенным пуританским воспитанием. Ее родители всегда говорили, что женщина должна быть скромной, сдержанной и посвященной семье. В браке с покойным мужем, который на 10 лет был старше ее, она никогда не испытывала проблем в интимной жизни. Он всегда был инициатором близости, а Мария, несмотря на свою страстность, стеснялась проявлять инициативу. Их сексуальная жизнь была без экспериментов и новшеств, но удовлетворительной. Это записал все со слов Марии. Алексей, ее новый друг по школе танцев, энергичный, с ярким чувством юмора, сразу привлек Марию своей легкостью и обаянием. И они много гуляли, общались, смеялись и, конечно, танцевали. Мария вновь почувствовала себя желанной. И когда, наконец, время настало, Мария осознала, что готова к новым ощущениям и страстям, которые всегда таились глубоко внутри. Но теперь, когда в ее жизни снова появился мужчина, Мария столкнулась, как ей показалось, с неразрешенной задачей. У Алексея слабая потенция. Или, как Мария сказала, если и нормальная, то все же недостаточная и быстро проходит. Алексей намекает на оральную стимуляцию и предлагает попробовать какие-то, как он это называет, игрушки. А Мария оральный секс видела лишь около 20 лет назад на видео, когда после встречи выпускников заночевали еще с двумя подружками у одной из них, и там пьяненькие подруги вдруг такое видео включили. Мария тогда такое увидела впервые. Это ее сильно взволновало. Слово «возбудило» передаю, как это описала сама Мария, взволновало. Но никогда с мужем такого не практиковали. Но наедине с собой после того просмотра стала себе представлять это, и это ее сильно волновало, призналась Мария. И вот теперь, оказавшись в близости с мужчиной, она не может преодолеть свои внутренние барьеры, и они хотят быть вместе, радоваться жизни, но их желания сталкиваются с ее страхами и стеснениями и создают преграду к счастью. Он хочет ее как женщину, они предпринимали попытки, но, как оказалось, он физически не может традиционным, так обозначенным путем, удовлетворить свои и ее желания. Ему было трудно признаться в этом, и он стал намекать на возможные альтернативы, оральную стимуляцию и игрушки из секс-шопа. И Мария оказалась в растерянности. Ее пуританское воспитание всегда предполагало подобные вещи чем-то недопустимым и даже грязным. Она всегда брезговала мыслью о том, чтобы заниматься оральным сексом. Вдобавок ко всему, считая это ниже своего достоинства. Тем не менее, в глубине души ее всегда притягивали запретные фантазии, о которых она стеснялась признаваться даже самой себе. И оральные ласки, оральный секс, и идея использования игрушек из секс-шопа возбуждали ее воображение, но стыд и страх быть осужденной останавливали ее от шагов в этом направлении.
Мария, должен сказать, дама начитанная, учительница литературы все-таки, стала мне в пример ставить известных людей, которые тоже сталкивались с подобными ситуациями. Например, про актрису Джейн Фонду, про ее мемуары с ее откровениями о том, как ей пришлось преодолевать свои комплексы и страхи, чтобы открыть для себя радость сексуальности в зрелом возрасте. И еще история Стинга, его жены Труди Стайлер, которые открыто говорили о том, как важно экспериментировать и искать новые способы близости, чтобы сохранить страсть в долгих отношениях. В общем, как я понял, эти примеры вдохновили Марию обратиться, и теперь она ждет от меня мои рекомендации или мое видение ситуации, чтобы я помог ей сделать первый шаг. И я в среду провел с Марией часовой разбор по телефону, точнее на звонке в Telegram. По итогам этой часовой консультации она сказала, что теперь чувствует себя не то чтобы смелее, а поняла теперь, что я смогу помочь ей, им, чтобы все у них наладилось. Но я с вами поделюсь, друзья, такими моими мыслями. В случае с Марией и Алексеем мне видится некая системная ошибка. В случае с Марией поведение Алексея мне представляется совсем нелогичным. Ведь вдумайтесь, он готов доставить Марии ее женскую, назовем так, радость. Не тем, что он постарается любыми способами доставить ей эту самую радость, а она должна сделать что-то, чтобы он ей доставил эту радость. Назову все своими именами. Это у него не получается, но он вместо того, чтобы любыми способами, в том числе оральными ласками, доставить ей радость, требует, или просит, или намекает, чтобы она его стимулировала орально, и тогда он, может быть, если ей повезет, так что ли? Я в этом подозреваю его, извините, лукавство. Не так вообще все это работает. Умелый мужчина при желании, разумеется, может доставить женщине удовольствие, даже если у него вообще все плачевно с потенцией. И я не про ту истину, что если у мужчины на руках остался хотя бы один палец, то он уже не импотент. Нет, я совсем о другом, хотя и это тоже правда. Мужчина вполне может доставлять женщине радость близости, если он достаточно нежен с ней, если он старается доставить ей радость, наслаждение. И да, я имею в виду и оральные ласки в том числе, конечно. И Алексей не порадовал Марию такими изысками нежности. От нее это, оральные ласки, если не потребовал, то, повторюсь, попросил, намекал. А сам-то что? И почему-то эта Мария написала про свою в этом брезгливость, а у него что, тоже брезгливость? Или не царское это дело? Да если бы он первый показал ей, что тело любимого человека, оно все драгоценно, его хочется обнимать, ласкать, зацеловывать, облизывать и обсасывать. Если бы своим отношением к этому и действиями своими показал, что рад насладиться ее вкусняшкой, тогда и она бы легче стала воспринимать его чупа-чупс. Да? Так люди выражают взаимную любовь, нежность и страсть. И вот тут, наверное, самое время или место напомнить, что Мария как раз про оральную стимуляцию в своем еще первом письме написала, что препятствием для нее в этом является чувство брезгливости. И эта ее брезгливость еще при чтении ее письма резанула мое сознание. Я вам скажу, что когда я с ней общался уже на звонке, я поднял этот вопрос в самом начале, чтобы показать ей абсурдность, заблуждение с самого начала нашего общения. Вы написали, что оральная стимуляция для вас неприемлема из-за брезгливости, спросил я. То есть я правильно понял, что вы брезгуете, потому что это что-то нечистое, то есть грязное или как минимум не гигиеничное? Ну, конечно, ответила Мария. А целоваться вы уже пробовали с Алексеем, спросил я. Вы с ним хотя бы раз целовались или, может быть, много раз уже целовались? Конечно, засмеялась Мария. Конечно, целовались и целуемся. Всегда целуемся, и я люблю целоваться, и он тоже любит. Что? Прямо в губы? Прямо как взрослые? Вы прям, как взрослые с ним целуетесь? Переспросил я. Да, как взрослые, засмеялась Мария. Но это же не гигиенично, сказал ей я. Представляете, сколько микробов во рту? Ну что вы сравниваете, возразила Мария, поняв, к чему я клоню. Точно, сказал я. Тут даже сравнивать нельзя. Представьте себе, что соблюсти интимную гигиену намного проще, чем гигиену полости рта.
И во рту намного больше разной микрофлоры, чем в половых органах, будь то у мужчины, будь то у женщины. С учетом соблюдения гигиены, я имею в виду, конечно. И предполагаю отсутствие инфекционных заболеваний, что можно проверить посещением врачей. Поэтому, если вы не брезгуете целоваться по-взрослому, тогда песня «Я уже взрослая, уже ты целуй меня везде» – это ваша песня. Можете наслаждаться друг другом в полной мере. И мешают вам лишь ваши заблуждения и предрассудки. Людям вообще в основном и чаще всего как раз мешают заблуждения и предрассудки. Разные. Заблуждения, связанные, например, с анальным сексом или анальной стимуляцией, не дают покоя как девушкам, так и юношам. И те, и другие задают вопросы по этому поводу. Задают вопросы про разного рода другие эксперименты для разнообразия и повышения яркости ощущений. И во всех этих вопросах сплошные заблуждения. И из-за этого люди вместо удовольствия получают негативный опыт и разочарование. Но вернемся к нашей Марии. Я, как уже сказал, провел с Марией встречу, созвон в Telegram и прояснил для себя некоторые моменты и дал Марии первые рекомендации. Она увидела, что есть выход из их ситуации, воодушевилась, и мы договорились общаться 1 или 2 раза в неделю. Возможно, это будет 1 час с ней, а другой час с ним, с ее парнем, с Алексеем. И я точно знаю, что все у них наладится. И я понимаю, что вы хотите знать, что конкретно я порекомендовал Марии или порекомендую им на следующих созвонах. Но вы постарайтесь понять, что здесь нет каких-то универсальных рецептов и рекомендаций. То есть в процессе общения с Марией и, предполагаю, с Алексеем, я буду им что-то рекомендовать. У них будет что-то происходить, меняться. И я, исходя из этих конкретных меняющихся ситуаций и обстоятельств, смогу еще что-то им советовать. Поэтому вам сейчас я могу сказать лишь общие какие-то мои мысли или идеи для такой ситуации, как у них. А применение для каждого, точнее для каждой пары может быть разное и требует, конечно, сопровождения. А что касается общего видения ситуации, моих идей для подобной ситуации, пожалуйста, могу поделиться. Начнем с того, что люди не должны принуждать себя или друг друга к каким-то морально-этическим усилиям, которые их пугают. Кстати, Мария, как я выяснил на звонке, стесняется еще его как мужчину, потому что стесняется своего немолодого тела. И это отдельная история, отдельное заблуждение, с которым тоже нужно работать. И мне понятно, о чем мне нужно далее разговаривать с Марией. Но, в принципе, это нормально, что Мария пока стесняется его. Но для начала было бы неплохо просто по возможности перестать или хотя бы начать меньше стесняться друг друга. В мусульманской культуре есть такая процедура, как никах, религиозное бракосочетание, когда молодая пара вступает в брак по законам ислама. Не знаю, как у других мусульманских народов, а у татар, например, я слышал, что после ритуала бракосочетания молодожены начинают совместную жизнь с того, что вместе идут в баню. Если до этого у них не было интимных отношений, то они наверняка стесняются, особенно девушка. Вопрос в том, как это можно преодолеть. Вот на примере Марии. Я уже предложил Марии превратить принятие ванны или душа в регулярные романтические такие мероприятия. И вот идея для всех. Можно в квартире выключить свет, зажечь ароматические свечи, которые создадут уютную атмосферу, и можно вместе принимать душ или ванну при слабом свете свечей, то есть и в ванной поставить свечи, включить романтическую расслабляющую музыку и практически в темноте, когда можно лишь различать силуэты друг друга, очень нежно мыть друг друга губкой с гелем для душа, а затем уже не бесчувственной губкой, а нежными руками с гелем для душа, постепенно переходя от шейки к спинке, а затем к более интимным частям тела. Это поможет привыкнуть к телу друг друга, причем практически в темноте, и доставит удовольствие, радость и наслаждение, демонстрируя вашу нежность и умение доставлять друг другу удовольствие. И своими реакциями вы подскажете своему партнеру наиболее чувствительные ваши места и наиболее приятные вам воздействия. После этого можно перейти в постельку и также при свечах сделать друг другу массажик.
Начните с шейки, затем спинка, ручки, ножки и переходите к более интимным местам. Для массажа тела применяйте самые приятные вам массажные масла. И не обязательно тратиться на дорогие, тем более брендовые массажные масла. Я, пожалуй, в Telegram напишу небольшую статью, как самостоятельно сделать массажные масла. Причем те, которые нравятся именно вам и вашему партнеру. Вот, кстати, вам еще один повод подписаться на мой Telegram-канал. Кто еще не подписался, чтобы не пропустить что-то полезное, интересное, подписывайтесь. Так вот, для массажа тела лучше использовать массажные масла, те, которые нравятся вам. Давайте, пожалуй, договоримся так. Если увижу в комментариях достаточно интерес к массажным маслам, напишу вам в Telegram рецепты массажных масел. Как самим сделать. Так вот, для всего тела массажные масла, а для интимного массажа, назовем это условно массажем, лучше использовать специальные лубриканты. Они продаются в любой аптеке и даже в супермаркетах, выложены перед кассами. Но будьте внимательны, такие вещи можно покупать только от проверенных производителей. А чтобы не нарваться на подделку, то еще и в неслучайных торговых точках. Вот. Про лубриканты, если вдруг кто-то не понял, о чем я, напишите в личку, в Telegram, и я вам уже в частном порядке отвечу, что это, где это и с чем это используют. И вот, массажики такие с маслами, а потом с лубрикантами, это поможет раскрыться друг перед другом. Начните с мягкой и нежной стимуляции. Постепенно увеличивайте интенсивность, обсуждая с партнером, что ему и вам нравится. Массажики, ласкания друг друга приносят удовольствие, наслаждение, а реакции на ласки позволяют выявить друг у друга наиболее, как я уже говорил, чувствительные места и наиболее приятные техники воздействия. Просто нужно быть внимательным к реакциям друг друга. А что касается брезгливости, я уже сказал, если осознать саму суть заблуждения, то этот миф про негигиенично просто рассыплется, и отношение к этому совершенно поменяется. Но меняется лишь в плане брезгливости, кстати, то есть в плане гигиены. А что касается такого аспекта, как унизительно или не унизительно, так если это взаимно и обоюдно, тогда о чем вообще речь? Хотите еще советы? Давайте набросаю советы для застенчивых, которые не решаются или не знают, как развить свои близкие отношения до уровня предельно, или даже беспредельно доверительных и комфортных. Итак, набрасываю варианты идей в этом направлении. Первое. Читайте эротические рассказы, читайте статьи, смотрите ролики разные, познавательные на сексуальные темы, смотрите эротическое видео, и все это вдвоем. И обсуждайте между собой прочитанное и увиденное. Интересуйтесь в интернете, что другие практикуют в постели. Заодно узнайте значение многих терминов и понятий в этой области знаний. Это будет интересно и познавательно вам обоим и позволит вам привыкнуть открыто обсуждать интимные темы. Потому что вы будете обсуждать не свои желания или действия, а каких-то незнакомых людей. И это минимизирует ваше стеснение. А в будущем даст вам поводы применять что-то новое на практике. Следующее. Проведите 1-2, а можно и периодически проводить вечера откровенности, посвященные обсуждению ваших фантазий и желаний. Для этого нужно создать расслабляющую атмосферу, приглушенный свет или свечи, включить приятную музыку и подготовить легкие закуски и напитки. Можно начать с просмотра какого-то эротического фильма. Это даст повод для откровенных разговоров. Обсуждайте свои желания и фантазии, а если стесняетесь, опять же, можно говорить не о своих желаниях, а рассказывать друг другу истории, о которых якобы где-то когда-то прочитали, услышали или увидели в эротическом видео. Поделитесь друг с другом, что из того, что вы откуда-то узнали, кажется вам забавным или интригующим, или возбуждающим. Еще вечер откровенности можно проводить в другом формате. Можно запланировать обсуждение конкретно ваших фантазий и желаний. Как и в первом варианте, также создайте расслабляющую атмосферу, приглушенный свет, свечи, приятную музыку, легкие закуски, может быть, фрукты и напитки. Но в этом варианте договоритесь, что каждый из вас напишет список своих реальных сексуальных желаний и фантазий, и затем обменяйтесь своими такими записями, списками, и выберите, что из этих списков возбуждает вас обоих. То есть, какие ваши фантазии совпадают, и
и чем из этого, что не совпало, вы все же готовы порадовать партнера. Еще идея. Найдите онлайн-сообщества или группы в интернете, где обсуждаются вопросы сексуальности и отношений. Найдите контент, соответствующий вам, в том числе и по возрасту. Вы наверняка наткнетесь на сообщество свингеров или на частные объявления свингеров, но свингерство – это отдельная тема, которая в Европе давно популярна, и уже не только в Европе, но если кому-то эта тема актуальна, разбираемся в частном порядке в Telegram и не здесь, и тем более не сейчас. Что касается так называемых секс-игрушек, то они однозначно могут добавить новизны и разнообразия в вашу интимную жизнь. И это отличный способ исследовать новые ощущения и техники. Начните с простых игрушек и аксессуаров, таких как вибраторы и различные массажеры. Экспериментируйте, обсуждая, что вам нравится, а что нет. Постепенно переходите к более сложным и экзотическим предметам. А как разобраться в разнообразии таких игрушек и понять, с чего начать, это еще один путь к гармонизации интимных отношений. Если вы начнете совместные походы на сайты секс-шопов. Вместе рассматривайте товары секс-шопов, обсуждайте, шутите, смейтесь, периодически покупайте какую-то новую игрушку для вашей спальни. Этим также разнообразьте свою сексуальную жизнь. Применение игрушек вообще позволит вам попробовать различные виды стимуляции, может быть, внедрить какие-то ролевые игры. Это позволит опробовать неиспользуемые ранее сексуальные практики и протестировать то, что хочется попробовать обоим. Или что-то одному из партнеров хочется попробовать, а другой готов, не ломая себя, но все же согласиться удовлетворить любопытство и стремление к экспериментам другого партнера. И хочу все же заострить внимание на том, что когда я говорю про оральную стимуляцию, то я, конечно, имею в виду не игру в одни ворота, а взаимную стимуляцию. Ведь в постели одинаково важен каждый. И для каждого самое важное, что? Правильно, в постели для каждого важнее всего доставить наслаждение другому партнеру. И, повторюсь, каждый важен в постели, но женщина важнее важного. Мария и ее партнер стоят на пороге новых открытий в своей сексуальной жизни. Сексуальность не имеет возраста, и каждый этап жизни может приносить свои уникальные радости и вызовы. Важно быть открытым друг с другом, поддерживать и уважать желания партнера, а также не бояться экспериментировать и учиться новому. Вам же всем, милые дамы и уважаемые джентльмены, желаю стремиться и достичь гармонии в вашей жизни вообще и в каждом из ее аспектов. Подпишитесь здесь и на мой телеграм-канал, ссылка здесь есть. Я недавно начал вести телеграм-канал, поэтому пока там мало статей, но при вашей в том числе активности он будет наполняться. И там есть чат, так что жду вас там. В дополнение к моим пожеланиям, пусть ваша интимная жизнь будет наполнена страстью, любовью и удовлетворением. Будьте смелыми в своих желаниях и стремитесь к новому. И тогда ваша сексуальная, в том числе жизнь, станет источником радости и вдохновения для вас обоих. Да будет так. Амен.